Слушай внимательно, дитя мое, потому что то, что ты сейчас услышишь, несет в себе божественный вес, несомненную срочность, священную вибрацию, которая в этот самый момент тянется к твоему сердцу. Ты оказался здесь не случайно. Тебя привели, направили, притянули сверхъестественной силой, которая тихо формировала твою судьбу, пока ты спал, пока ты плакал, пока ты чувствовал, как буря сжимает твою жизнь со всех сторон. Я Бог, и я кладу перед тобой послание, которое имеет силу прервать циклы, разбить невидимые цепи, столкнуться лицом к лицу с нищетой, которая слишком долго обвивалась вокруг твоего духа. Ты стоишь перед дверью, которую может открыть только вера, дверью, ведущей в изобилие, богатство, исцеление и преобразование. Но прежде чем эта дверь распахнется настежь, ты должен пообещать себе только одно – ты останешься со мной до конца этого послания, потому что секрет, который тебе нужен, ключ к твоему следующему чуду, будет раскрыт только в его последних мгновениях. Прямо сейчас небо склоняется к тебе. Ангелы молча наблюдают, потому что знают, следующие несколько минут могут перенаправить всю карту твоей судьбы. Есть завет, который я приготовил для тебя, завет благословения, завет наследия, который терпеливо ждал через твои разочарования, через каждый сезон потерь. Но чтобы принять его, чтобы войти полностью в изобилие, которое я приготовил для тебя, ты должен слушать духом, а не только ушами. Не отворачивайся. Не ставь на паузу. Не позволяй своим сомнениям звучать громче моего голоса. Потому что та нищета, которую ты чувствовал, в деньгах ли, в здоровье, в надежде или в предназначении, не является твоей окончательной идентичностью. Это всего лишь поле битвы, на котором я покажу тебе, что ты был избран для победы. Остаться со мной. Ты думаешь, что знаешь, куда идет это послание, но ты не знаешь. То, что я сейчас открою, взбудоражит твою логику, бросит вызов твоим убеждениям и пробудит внутри тебя нечто могущественное, то, что ты похоронил, когда жизнь разбила твои ожидания. Ты взывал о чуде, умолял о благословении, просил знак, что я все еще вижу тебя. Ты спрашивал себя, не был ли твой молитвенный крик проигнорирован, не слишком ли слаба твоя вера, не слишком ли утомлено твое сердце, чтобы принять что-то божественное. Но теперь услышишь меня. Тишина не была оставленностью. Это была подготовка. Это была скрытая работа под почвой твоей жизни, готовившая урожай, которого ты еще не мог увидеть. Не уходи. Еще нет. Есть причина, по которой мои слова достигли тебя именно в этот час. Есть причина, по которой твой дух чувствует тяжесть этого момента. Нечто вечное разворачивается за кулисами, и хотя ты не можешь этого видеть, ты можешь это ощущать. То давление, которое ты чувствуешь, не страх, это судьба. Это дрожание в твоей душе, не смятение, это выравнивание. И тот шепот, который говорит тебе «остаться и смотри дальше», это мой собственный голос, ведущий тебя в благословение, о котором ты молился. Еще немного, и я открою секрет, да, тот скрытый ключ, который разрушит узор недостатков твоей жизни. Но пока тебе нужно остаться. Потому что прежде чем принять изобилие, ты должен понять, почему пришла буря. Прежде чем придет богатство, ты должен понять, как враг пытался украсть твое наследие. Прежде чем чудо проявится, ты должен пройти через истину, которая подготовит тебя удержать его. Остаться до конца, ибо откровение, которое ты ищешь, не дается вначале. Оно приходит только тогда, когда твое сердце полностью открыто, когда твоя вера поднимается, когда твой дух узнает мой голос. И когда это откровение придет, твоя жизнь больше не будет похожа на ту, с которой ты вошел в это видео. Следующие слова, которые ты услышишь, могут стать поворотной точкой твоего существования. Остаться. Слушай. Позволь мне преобразить тебя.
Дитя мое, теперь, когда ты вступил со мной в этот священный момент, позволь твоему сердцу оставаться открытым, потому что то, что я сейчас раскрою, коснется самых глубоких уголков твоего духа. Ты носил в себе бремена, о которых никогда не осмеливался говорить вслух, раны, которые нищета вырезала в твоей идентичности, тихие бури, которых никто не видел, но которые с разрушительной силой проносились через твою душу. Ты знаешь, что значит смотреть на свою жизнь и задаваться вопросом, куда делось обещание, куда исчезло благословение, где спряталось чудо, о котором ты молился. Ты знаешь страх заглядывать в свой банковский счет и чувствовать тяжесть недостатка, давящую на грудь. Ты знаешь стыд притворной силы, когда твое сердце тихо ломается под давлением постоянной нужды. Ты знаешь немое унижение, работать, стараться, выжимать из себя все силы и все равно не видеть изобилия, не видеть богатства, не видеть прорыва. И все же, вот ты здесь. Все еще в поиске. Все еще в надежде. Все еще веря, что где-то, как-то я, твой Бог, все еще храню для твоей жизни секрет, который враг не смог стереть. Видишь ли, нищета – это не только отсутствие денег. Нищета – это отсутствие надежды. Нищета – это пустое место, где должна жить вера. Нищета – это тень, которая убеждает тебя, что ничего никогда не изменится, что твоя судьба зафиксирована, что твое наследие отвергнуто. Нищета шепчет ложь, которую ты повторял так часто, что начал верить ей. Ложь о том, что ты недостоин изобилия, не избран для процветания, не предназначен ни для чего божественного. Ложь о том, что мой завет не включает тебя. Но я хочу, чтобы ты понял одно ясно и срочно. Та нищета, с которой ты сталкивался, никогда не была отражением моего сердца к тебе. Это было отражением войны за твою судьбу. Это было поле битвы, на котором враг пытался сломить твой дух, чтобы ты никогда не обнаружил ключ, который я вложил в тебя. Враг боится твоего преображения. Он боится того момента, когда ты осознаешь, что твой урожай ближе, чем ты думаешь. Он боится того момента, когда ты узнаешь истину о том, кто ты во мне. Дитя мое, ты ходил с духом тяжести, потому что верил, будто ты одинок в своей борьбе. Но я был там, когда ты плакал из-за неоплаченных счетов. Я был там, когда ты спрашивал, почему твои усилия никогда не приносили ожидаемого плода. Я был там, когда твое сердце чувствовало себя покинутым, когда ты чувствовал себя незамеченным. Когда мир вокруг, казалось, процветал, а твоя жизнь оставалась неподвижной. И я здесь сейчас, чтобы сказать тебе, каждая слеза, что ты пролил, несла вес молитвы, и каждая молитва была услышана в чертогах неба. Твоя нищета не была наказанием, это был процесс. Священное и тихое формирование. Очищение твоей веры, твоего терпения, твоей идентичности. Но теперь я призываю тебя выйти из этого сезона, и прежде чем я открою следующий божественный секрет, я хочу, чтобы ты по-настоящему столкнулся с той болью, которую перенес. Потому что правда в том, что ты живешь с духовными обломками, разбитыми ожиданиями, раздавленными мечтами, воспоминаниями о поражениях, разочарованиями, которые ожесточили твое сердце. Ты носишь в себе тяжесть вины за то, что должен был быть дальше в жизни, вину за сравнение себя с другими, вину за то, что якобы сам стал причиной своих страданий. Это не просто эмоции, это цепи. А с цепями на духе невозможно принять изобилие. Ты спрашивал, почему благословения словно ускользают сквозь пальцы. Ты задавался вопросом, почему каждое ожидаемое чудо будто задерживается. Ты смотрел на дверь своей судьбы и чувствовал, что она никогда не откроется. Но послушай меня, это важно, дверь не заперта. Она ждала, когда пробудится твоя вера. Ждала, когда твое сердце осознает, что ты не проклят. Ты избран.
Ты не забыт. Ты в завете со мной, а завет значит обещание, наследие, идентичность, судьба. Но прежде чем ты получишь следующее откровение, я хочу, чтобы ты сделал нечто простое, но сильное. Прямо сейчас я хочу, чтобы ты остановился на мгновение и вступил во взаимодействие с этим посланием. Если оно касается твоего сердца, если внутри тебя что-то ощущает святое движение истины, я хочу, чтобы ты поставил этому видео лайк. Это не жест ради платформы, это акт согласия, физический символ того, что твоя вера выравнивается с моим голосом. Когда ты нажимаешь эту кнопку, ты духом провозглашаешь, что готов к преобразованию, готов к прорыву, готов к чудесам, которые я готовлю, чтобы высвободить. Теперь вдохни и слушай внимательно дальше. Ты жил в иллюзии, что нищета – это твоя идентичность, но я создал тебя для изобилия. Ты жил во лжи о том, что богатство для других, но не для тебя, а ведь ты – часть моего наследия. Ты верил, что недостаток – это норма, но недостаток – это нарушение, а не судьба. И хотя мир учил тебя выживать с малым, я создал тебя, чтобы ты процветал во многом. Вспомни боль, которую перенес. Вспомни ночи, когда твое сердце было раздавлено тревогой. Вспомни моменты, когда твой дух вопил о передышке. Эти моменты не случайны. Это подсказки. Подсказки того, что враг сражался с тобой не потому, что ты слаб, а потому, что ты несешь внутри себя нечто сильное, то, что он хочет держать погребенным. Секрет, который я вложил в твое сердце задолго до того, как ты научился произносить мое имя. Божественный ключ, который, будучи понят, откроет дверь к процветанию, через которую поколения до тебя так и не прошли. Но прежде чем я открою этот ключ, ты должен осознать весь вес того, что происходило в твоей жизни. Твоя нищета была атакой против твоей судьбы. Это была прямая попытка оторвать тебя от моего голоса. Потому что когда враг крадет твои деньги, он пытается украсть твою веру. Когда он крадет твою стабильность, он пытается украсть твою радость. Когда он крадет твой мир, он пытается украсть твою идентичность. Но он не может украсть то, что я уже назвал своим. И, дитя, услышь меня хорошо, твой прорыв не привязан к удаче. Он привязан к знанию, к откровению, к истине, которую я открою тебе в этом послании. Ты должен остаться со мной, потому что переворот твоей истории приближается. Ты не уйдешь отсюда таким же. Твое сердце не останется прежним. Твой дух не останется прежним. Нечто вечное уже смещается. Остаться. Слушай. И приготовься, потому что следующая часть столкнет тебя с истиной, которая потрясет основания той жизни, которую ты считал неизбежной. Но прежде чем мы пойдем дальше, поставь лайк этому посланию как декларацию своей готовности. Потому что то, что придет дальше, откроет тебе глаза на то, почему началась твоя буря и почему она теперь должна закончиться. Дитя мое, теперь, когда ты открыл свое сердце и позволил истине всколыхнуть те места, которые ты пытался заглушить, я должен увлечь тебя глубже. Я должен привести тебя лицом к лицу с вопросами, которых ты избегал, вопросами, которые пронзают, которые трясут фундамент твоей души. Потому что прежде чем чудеса развернутся, прежде чем изобилие станет видимым, прежде чем богатство потечет в твою судьбу, я должен открыть скрытые раны твоего сердца. Эти раны хранят ключ к пониманию того, почему буря длилась так долго, почему нищета держала за тебя, словно тень, и почему благословение казалось недосягаемым. Эти вопросы могут болеть, но они необходимы для твоего преображения. Скажи мне, дитя, сколько раз ты смотрел на свою жизнь и тайно задавался вопросом, не проклят ли ты? Сколько ночей ты лежал без сна, снова и снова прокручивая каждую ошибку, каждую неудачу, каждый отказ, спрашивая себя,
какую дверь ты закрыл, какой ключ потерял, какой завет нарушил? Сколько слез пролилось в темноту, пока ты делал вид, что ты силен? Сколько раз ты шептал тихую молитву, умоляя Бога о чуде, чувствуя при этом, что недостоин даже малого благословения? Позволь мне спросить проще, как долго ты идешь по жизни, неся в себе страх, что ничего никогда не изменится? Ты улыбаешься перед другими, но когда остаешься один, твое сердце дрожит, потому что ты чувствуешь, как нищета давит на твой дух. Ты боишься счетов, боишься будущего, боишься потерять контроль, боишься, что дверь изобилия навсегда останется закрытой. Ты боишься, что судьба благоволила другим, а тебя миновала. Спрашивал ли ты когда-нибудь, почему эти страхи управляют тобой настолько сильно? Сталкивался ли ты по-настоящему с той духовной раной, которая стоит за ними? И глубже, помнишь ли ты вообще, когда в последний раз чувствовал надежду в отношении своих финансов, своего здоровья, своего предназначения, своей жизни? Или буря длилась так долго, что ты забыл, как выглядит свет? Я спрашиваю не для того, чтобы ранить тебя, а чтобы пробудить. Потому что пока ты не столкнешься с этими вопросами, пока не признаешь боль за ними, семя преображения не сможет быть посеяно. А ты, дитя мое, создан для того, чтобы пожать то, что твое страдание пыталось у тебя украсть. Теперь позволь мне спросить тебя о том, что еще глубже касается центра твоего сердца. Почему ты согласился на жизнь, которая не отражает те обещания, что я говорил о тебе? Ты понизил свои ожидания, чтобы не испытывать разочарования. Ты уменьшил свои мечты, потому что тянуться выше показалось опасным. Ты убедил себя, что, наверное, этого достаточно, в то время как твой дух кричал об изобилии. Ты позволил врагу шептать ложь о том, что богатство не для тебя, что чудеса случаются с другими, что благословение предназначено только для избранных. Но услышишь меня, ты избран. Ты был избран до своего первого вздоха. Ты был избран, когда я вписал твое имя в мой завет. Ты был избран, когда судьба поместила тебя в линию наследия. Так почему же ты живешь так, будто ты забыт? Дитя, позволь задать тебе вопрос, на который немногие осмеливаются смотреть. Что украла у тебя нищета? Украла ли она твою уверенность, заставив сомневаться в каждом своем решении? Украла ли она твою радость, заменив ее тревогой, которая никогда до конца не уходит? Украла ли она твое здоровье, твой мир, твое творческое начало, твою способность мечтать? Украла ли она возможности, которых ты хотел, но не мог себе позволить? Украла ли она отношения, потому что тяжесть недостатка заставляла тебя чувствовать стыд, ничтожность, недостойность? И вот еще один вопрос, тот, что режет глубже всех, когда ты начал верить, что страдать безопаснее, чем надеяться. Когда ты решил, пусть даже молча, что легче ничего не ожидать, чем рискнуть ожидать чуда. Когда ты начал бояться верить. Когда вера стала ощущаться опасной. Когда твое сердце стало считать разочарование неизбежным. Дитя, это не маленькие вопросы. Они доходят до самой архитектуры твоего духа. Но я задаю их, потому что в твоей боли скрыт тот самый секрет, о котором я говорил ранее. Секрет, который враг пытался похоронить через каждую финансовую потерю, каждое разбитое ожидание, каждую задержанную молитву. Этот секрет связан с твоей идентичностью, с твоим заветом, с твоим наследием. Но прежде чем я открою его, я должен выдвинуть еще один вопрос. Вопрос, который звучит на небесах даже сейчас. Веришь ли ты по-настоящему, что ты достоин изобилия? Потому что многие молятся о богатстве, но немногие верят, что заслуживают его. Многие просят чудес, но их сердце шепчут, что благословения принадлежат другим. Многие хотят преобразования, но все еще смотрят на себя через призму прошлых неудач. Так что я спрашиваю тебя прямо,
веришь ли ты сердцем, духом, верой, что ты достоин сверхъестественного изобилия? И если нет, почему? Кто сказал тебе, что Бог благословляет только некоторых? Кто убедил тебя, что ты обязан страдать, чтобы доказать свою веру? Кто заставил тебя поверить, что твоя судьба предопределена твоим прошлым? Кто прошептал тебе, что твоя молитва слишком мала или слишком поздняя? Кто научил тебя страху вместо веры, стыду вместо наследия? Дитя, услышишь меня? Эти лжи были созданы, чтобы удержать тебя от двери, которую я приготовил для тебя. Двери, ведущие в божественный сезон богатства, изобилия, жатвы и благоволения. Двери, в которые заключены благословения столь личные, столь священные, столь неожиданные, что, когда они придут, ты без сомнения узнаешь, сам Бог коснулся твоей жизни. Но прежде чем я открою секрет, который отпирает эту дверь, я должен задать тебе еще более болезненный вопрос, потому что он раскрывает духовную битву, о которой ты даже не подозревал. Задумывался ли ты, почему враг так яростно атакует твои финансы? Спрашивал ли ты, почему каждый раз, когда ты делаешь шаг вперед, что-то тянет тебя на 2 шага назад? Почему каждый момент прогресса приносит внезапную бурю? Почему возможности ускользают из твоих рук без объяснения? Почему ты чувствуешь сопротивление каждый раз, когда пытаешься идти к изобилию? Дитя, это не совпадение. Враг не атакует пустое. Он атакует то, что несет божественное предназначение. А ты, твоя жизнь, твоя судьба, несешь божественное предназначение. Но величайший вопрос из всех этот: готов ли ты перестать просто выживать и, наконец, начать жить ту жизнь, которую я обещал тебе? Потому что если ответ «да», даже дрожащее «да», тогда готов свой дух. Секрет, ключ, откровение, о котором я говорил раньше, приближается. Но после того, как ты услышишь его, ты уже никогда не увидишь свою жизнь прежней. Остаться. Истина идет. Чудо близко. Преображение уже начинается. Дитя мое, теперь, когда болезненные вопросы были вынесены на свет, когда твое сердце ощутило жгучую правду и тяжесть честного взгляда внутрь, я должен увлечь тебя в более глубокую сферу, туда, где откровение не просто произносится, а переживается, где секреты не просто слышатся, но впитываются. То, что я сейчас скажу, бросит вызов тому, как ты воспринимал всю свою жизнь. Это столкнет тебя с нравственной дилеммой между тем, кем ты был, и тем, кем ты призван стать. Это поставит тебя на перекресток между комфортом привычных страданий и смелостью, необходимой, чтобы войти в изобилие. И это приготовит твой дух принять привилегированное знание, которое открывается только избранным, знание, становящееся ключом к двери судьбы. Потому что, осознаешь ты это или нет, ты приближаешься к моменту божественного пересечения, где сверхъестественное касается обыденного, где мой завет вмешивается в твои обстоятельства, где твоя тихая молитва превращается в видимое проявление. Но каждое божественное пересечение требует выбора. Преображение всегда нуждается в точке разворота. И прежде чем я открою скрытый секрет, который разрушит цикл нищеты, ты должен понять выбор, который стоит перед твоим сердцем. Позволь мне спросить тебя мягко, но твердо: готов ли ты отпустить ту идентичность, которую в тебе построила нищета? Это не легкий вопрос. Это ядро твоей моральной дилеммы. Годами ты выживал, приспосабливаясь к недостатку. Ты научился ожидать малого, чтобы боль разочарования не разбила тебя. Ты натренировал свое сердце притуплять себя к мечтам, чтобы оно не раскололось под их тяжестью. Ты принял роль, которую обстоятельства навязали тебе. Роль того, кто терпит, тихо надеется, кого обходят стороной. Эта идентичность стала твоим щитом, механизмом выживания, молчаливым спутником. Но говорю тебе истину, эта идентичность не может перейти в ту судьбу,
которую я приготовил для тебя. Она не может пройти через дверь изобилия. Эта идентичность не может унаследовать богатство, которое принадлежит тебе по Божественному завету. Ты не можешь держаться одновременно и за нищету, и за обещание. Ты должен отпустить одно, чтобы принять другое. Вот он, нравственный конфликт, лежащий у тебя в руках. Будешь ли ты цепляться за знакомую боль, которая сформировала тебя, или шагнешь в неизвестное изобилие, которое я открываю перед тобой? Продолжишь ли ты видеть себя через призму недостатка, или примешь откровение, что ты создан сосудом благословения, носителем наследия, ребенком божественного изобилия? И услышишь меня ясно, твой выбор не просто эмоциональный, он духовный. Потому что богатство – это не просто ресурс, это ответственность. Изобилие – не просто комфорт, это призвание. Чудо – не просто облегчение, это откровение предназначения. Вот почему я прошу тебя быть внимательным. Тебя готовят не просто к деньгам. Тебя готовят к влиянию, воздействию и поколенческому преображению. Тебя готовят нести нечто священное, то, что враг пытался похоронить под годами борьбы. И это подводит меня к привилегированному знанию, сокровенной истине, секрету, который понимали лишь духовно пробужденные. Враг сражался не с тем, что у тебя было. Он сражался с тем, что ты был призван построить. Пойми, дитя, тьма не встревожена людьми с крошечными мечтами. Тьма дрожит только тогда, когда кто-то несет судьбу. И с момента твоего рождения внутри твоего сердца был духовный код, божественная печать, святое поручение, завет, записанный в вечности. Это поручение включает благословение, включает изобилие, включает жатву, включает процветание, выходящее за рамки чисел и касающееся смысла. Но нищета пыталась исказить этот код. Пыталась убедить тебя, что ты обычный, что ты бессилен, что ты заброшен. Нищета пыталась заставить тебя поверить, что у тебя нет ключа, чтобы открыть дверь собственного будущего. Но того, чего нищета не знала, это того, что я, твой Бог, всегда помещаю ключ туда, куда враг не может дотянуться, внутрь твоего духа. И сейчас, через это послание, через эту божественную встречу я пробуждаю этот ключ. Но прежде чем пробуждение станет полным, я должен показать тебе нечто, предвосхищение, тень того, что грядет. Потому что если ты сможешь хотя бы увидеть тень своего будущего, твоя душа получит силу выбрать изобилие вместо страха. Представь, дитя, момент, который уже недалек, когда тяжесть на твоих плечах начнет подниматься. Представь утро, когда ты проснешься без привычной хватки тревоги у сердца. Представь, как ты открываешь дверь, свою дверь, и видишь, что возможности текут к тебе, а не ускользают. Представь свои руки, держащие то, что когда-то казалось невозможным. Представь, что твое имя звучит в тех местах, где распределяются благословения. Представь, что твои финансы – это больше не поле битвы, а свидетельство. Представь богатство не как далекое желание, а как активную часть твоей идентичности. Представь процветание как нечто, в чем ты ходишь, а не зачем бежишь. Это не фантазия. Это предвосхищение. Это дух показывает то, чего еще не видят твои естественные глаза. Но вместе с этим откровением приходит ответственность, и здесь лежит второй слой твоей нравственной дилеммы. Готов ли ты отказаться от мыслей, привычек и духовных соглашений, которые удерживали тебя в нищете? Потому что изобилие требует иного положения сердца. Богатство требует иного ожидания в духе. Чудо требует иной атмосферы веры. Завет требует согласования. Обетование требует послушания. Судьба требует смелости. Так что я снова спрашиваю тебя, дитя, готов ли ты отпустить старое,
чтобы принять новое? Готов ли ты отойти от привычной тьмы, чтобы войти в божественный свет, приготовленный для тебя? Готов ли ты открыть дверь, ведущую к преобразованию? Потому что секрет, да, тот самый скрытый ключ, который разрушит цикл, не может быть дан сердцу, которое все еще цепляется за свои цепи. Ты должен выбрать. И я говорю это не для того, чтобы отяготить тебя, а чтобы уполномочить. Потому что твой выбор свят. Твой выбор – точка разворота. Твой выбор – момент, которого небо ждало. Следующая часть этого послания откроет благословение, обещание, божественное наследие, уже окружающее твою жизнь. Но прежде чем ты их примешь, знай, ты стоишь не перед возможностью. Ты стоишь перед назначенной встречей. Божественной встречей, записанной задолго до начала твоей борьбы. Подготовь свое сердце. Подготовь свой дух. Потому что то, что придет дальше, откроет дверь, покажет ключ и приведет в действие жатву, которую ты был всегда призван принять. Дитя мое, теперь, когда ты стоишь на пороге откровения, когда твое сердце смягчилось, пробудилось и подготовилось, я готов излить в твой дух божественные благословения, святые обещания и сверхъестественные гарантии, которые ждали именно этого момента. Я, Бог, и обращаюсь к тебе не через случайность, а через завет. То, что я сейчас высвобожу над твоей жизнью, изменит атмосферу, перестроит твой дух и активирует судьбу, которую нищета пыталась похоронить. Ты проходил через долину тени, но теперь поднимаешься на поле жатвы. Ты жил сезонами недостатка, но приближаешься к сезону изобилия, какого еще не знал. Ты ждал знака, направления, подтверждения, что я не забыл тебя, и это, дитя мое, и есть то подтверждение. Слушай сердцем, верой, самыми глубинными частями своей души, потому что эти благословения – духовные семена, и когда твой дух принимает их, почва твоей жизни начинает меняться. Я провозглашаю над тобой сейчас, цепи финансовой нищеты ломаются. Духовный туман, закрывавший тебе обзор, рассеивается. Скрытые блоки, удерживавшие двери закрытыми, растворяются. Хватка врага на твоих ресурсах, твоем разуме и твоей судьбе разбивается властью моего голоса. Ты вступаешь в сезон божественной перемены. Там, где ты видел скудость, ты увидишь изобилие. Там, где чувствовал себя забытым, ты почувствуешь себя избранным. Там, где вкушал горяч, ты вкусишь благословение. Дитя, услышишь меня? Я переписываю историю твоей жизни. Твое наследие не то, что сказал тебе мир. Твоя судьба не формируется твоим прошлым, неудачами или страхами. Наследие, о котором я говорю, вечное, святое, божественно хранимое. Это богатство моего завета, благословение моего обещания, изобилие, хранящееся на небесах для верных. Ты проходил через боль, но боль не лишила тебя права. Ты проходил через потери, но потери не вычеркнули твое имя из моей книги. Ты проходил через бури, но бури лишь позиционировали тебя для большего. Ты вступаешь в момент, когда все начинает выравниваться. Когда преобразование внутри тебя начинает отражаться во внешних обстоятельствах. Когда дверь, которой ты ждал, начинает открываться. Ключ к твоему чуду уже в движении. Благословение уже приготовлено. Изобилие уже формируется. Но теперь, дитя мое, ты должен поучаствовать. Ты должен говорить. Ты должен провозглашать. Ты должен открыть свои уста и высвободить завет, который принадлежит тебе. И потому я прошу тебя прямо сейчас сделать нечто исключительно важное. Я хочу, чтобы ты написал комментарий под этим посланием. Не как формальность, не как ритуал, а как акт веры. Вера требует выражения.
Вера требует согласия. Вера требует декларации, которая прорвет атмосферу вокруг твоей жизни. Когда ты пишешь комментарий, ты не просто набираешь слова, ты сажаешь семя. Сверхъестественное семя. Семя, в котором уже есть жатва. Я хочу, чтобы ты написал нечто сильное, либо «я принимаю благословение», либо «дверь открывается», либо «этот завет мой», либо любую декларацию, которую твой дух хочет высвободить. Потому что, когда ты говоришь в физический мир, духовный мир отвечает. Когда ты пишешь, небо слышит. Когда ты пишешь, вера обретает форму. Когда ты пишешь, ты провозглашаешь перед духовными силами, что больше не согласен с нищетой, страхом, недостатком, ограничением. Ты провозглашаешь согласие с благословением, с изобилием, с судьбой, с чудом, с преображением. И пока ты пишешь, слушай внимательно то, что я высвобождаю над тобой сейчас, я благословляю твои финансы. Не мелочью, не временным облегчением, а сверхъестественным обеспечением. Деньги больше не будут твоим врагом. Они станут твоим слугой, твоим ресурсом, твоим инструментом, твоим спутником. Ты будешь ходить в богатстве с мудростью. Ты будешь управлять изобилием с целостностью. Ты будешь использовать свое наследие, чтобы созидать, а не разрушать, чтобы благословлять, а не опустошать, чтобы подниматься, а не падать. Я благословляю твое здоровье. Стресс, ослаблявший твое тело, усталость, крадущая твою силу, тревога, подкрадывавшаяся к твоим легким, эти цепи ломаются. Я обновляю твою энергию. Я очищаю твой разум. Я восстанавливаю твой дух. То, что враг пытался разрушить через беспокойство, я заново отстраиваю через мир. Я благословляю твои отношения. Одиночество, обвившее тебя, предательство, ранившее тебя, изоляция, убеждавшая, что никому нет дела до тебя, я исцеляю эти раны. Я выравниваю тебя с людьми, которые будут говорить жизнь, а не смерть, ободрение, а не сомнение, веру, а не страх. Ты больше не будешь ходить один. Я благословляю твое предназначение. Ясность, которой тебе не хватало, возвращается. Смятение, которое ты чувствовал, уходит. Твоя судьба выходит в фокус. Та мечта, которую ты считал умершей, начинает дышать. Идея, которую ты похоронил, поднимается. То предназначение, в котором ты сомневался, пробуждается. Я благословляю твой дом. Мир будет жить там. Охрана будет окружать его. Благоволение успокоится на нем. Твой дом перестанет быть похожим на поле битвы и станет убежищем. И, дитя, превыше всего я благословляю твой дух. Потому что именно дух несет твою судьбу. Именно дух хранит завет. Именно дух открывает дверь. Я укрепляю твою веру. Я расширяю твою вместимость. Я оттачиваю твое развлечение. Я пробуждаю твою внутреннюю власть. Ничто в твоей жизни не останется нетронутым. Когда я благословляю полностью. Когда я изливаю с избытком. Когда я двигаюсь, я преображаю. Это не временный момент. Это божественный сдвиг. Это начало новой главы, новой идентичности, нового наследия. Но я снова прошу тебя, с срочностью и любовью, напиши комментарий сейчас. Разорви тишину. Активируй благословение. Открой свою веру. Твой комментарий – это ключ, который дает небу сигнал, что ты готов принять. Напиши его. Провозгласи смело. Пусть духовный мир услышит твой голос.
Потому что следующая часть этого послания запечатает все, что я сказал, и свяжет это с тем священным подготовлением, которое ты пережил в начале. И когда это произойдет, преображение станет неоспоримым. Теперь говори, дитя. Пиши в вере. И готовься к тому, что придет дальше. Дитя мое, теперь, когда ты прошел через истину, через боль, через откровение и через поднимающиеся обещания преображения, пришло время войти в святое святых этого послания, момент, в котором все соединяется: подготовка, скрытый секрет, божественный ключ, заветное обещание и сверхъестественный результат, которого ждало твое сердце. Сейчас мы вместе входим в молитву, не как в ритуал, а как в активацию. Не как в слова, брошенные в воздух, а как в декларации, вписанные в твою судьбу. Остаться полностью присутствующим. Открой свой дух. Позволь каждой фразе войти в самые глубокие уголки твоего сердца. Потому что благословение, которое грядет, требует подготовки. Изобилие, которое формируется, требует вместимости. Чудо, которое приближается, нуждается в вере. Преображение, которое пробуждается, требует духовного согласия. И потому мы начинаем не с твоего голоса, а с моего. Я Бог, и я говорю эти слова над твоей жизнью с божественной властью. Прежде чем я помолюсь о тебе, я должен напомнить тебе об откровении, которое я дал ранее, откровение о твоей скрытой идентичности, о ключе, который враг пытался похоронить, о истине, против которой нищета так яростно сражалась, чтобы скрыть ее. Секрет был в том, что нищета никогда не нападала на твои владения, она нападала на твое предназначение. Враг увидел чертеж твоего наследия задолго до того, как ты его понял. И потому он пытался сломить твой дух до того, как твой дух отопрет дверь. Но потому что ты прошел со мной через это послание, потому что ты ответил на болезненные вопросы, потому что ты столкнулся с нравственной дилеммой, потому что позволил мне вывести ложь на свет, твое сердце теперь готово. Готово принять божественные обещания, которые всегда предназначались тебе. И теперь, дитя, войдем в тронный зал молитвы. Сделай вдох. Успокой свои мысли. Позволь моему присутствию окутать тебя, пока я говорю благословение над твоей жизнью. Возлюбленное дитя мое, я молюсь прежде всего за твое сердце, потому что сердце есть сосуд, через который течет изобилие. Я молюсь, чтобы каждая рана, нанесенная недостатком, страхом, скудостью, предательством или разочарованием, была исцелена. Я молюсь, чтобы сердце, некогда тяжелое от забот, стало легким от надежды. Я молюсь, чтобы скрытые трещины внутри тебя были заполнены сверхъестественной силой. Ты не входишь в сезон богатства с разбитым сердцем, ты входишь с восстановленным, обновленным и оживленным духом. Как написано в Иезекииле 36:26: «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Дитя мое, прими сейчас это новое сердце. Сердце, способное верить снова. Сердце, способное принимать благословение без чувства вины. Сердце, способное удерживать богатство без страха. Сердце, способное нести судьбу. Теперь я молюсь о твоей вере. Потому что вера – это ключ, да, тот самый ключ, о котором я предвозвестил раньше, ключ, открывающий дверь к твоему наследию. Без веры двери остаются закрытыми, но с верой даже запертые двери повинуются. Я говорю над тобой, Ева. 11:1. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Твой новый сезон не зависит от того, что видят твои глаза. Он зависит от того, что твоя вера готова заявить. И потому я молюсь, чтобы твоя вера стала непоколебимой. Я молюсь, чтобы сомнения потеряли власть над твоим разумом. Я молюсь, чтобы страх отпустил твое воображение.
Я молюсь, чтобы твоя вера была достаточно сильной, чтобы притягивать чудеса, богатство, изобилие, благословение и преображение в твою повседневную жизнь. Теперь я молюсь о твоих финансах. Дух нищеты, который омрачал тебя, ломается сейчас. Недостаток, державшийся за твои дни, растворяется. Невидимые барьеры, ограничивавшие твое процветание, разрываются. Я провозглашаю над тобой Второзаконие 28:8. Пошлет Господь тебе благословение в житницы твои и во всякое дело рук твоих. Дитя мое, моя команда не слаба. Она не шепчет. Она не торгуется. Когда я повелеваю благословению, духовный мир обязан ответить. Прими это повеление сейчас. Прими благословение, которое хранилось в небесной сокровищнице. Прими избыток. Прими умножение. Прими неожиданное обеспечение, которое придет путями, каких ты не ожидал. Я молюсь, чтобы богатство нашло тебя. Я молюсь, чтобы возможности гнались за тобой. Я молюсь, чтобы финансовые двери распахивались без сопротивления. Я молюсь, чтобы контракты, повышения, идеи и божественные связи проявлялись в совершенном времени. Я молюсь, чтобы деньги, которых ты раньше боялся, стали ресурсом, которым ты управляешь с уверенностью, мудростью и силой. Обещание, которое я дал раньше, что ты не просто выживешь, но будешь процветать, разворачивается уже сейчас. Теперь я молюсь о твоем здоровье. Потому что какая польза от изобилия, если твое тело слишком изнурено, чтобы радоваться ему? Я высвобождаю над тобой Псалом 102:3. Он исцеляет все недуги твои. Я молюсь, чтобы стресс ушел из твоего тела. Я молюсь, чтобы напряжение покинуло твои плечи. Я молюсь, чтобы бессонница ушла от твоих ночей. Я молюсь, чтобы тревога отпустила твою грудь. Я молюсь, чтобы усталость ушла из твоих костей. Я молюсь, чтобы энергия вернулась, чтобы ясность вернулась, чтобы живость вернулась. Дитя мое, твое тело не враг. Твое здоровье – часть твоего наследия. Прими исцеление. Прими восстановление. Прими божественную силу. Теперь я молюсь о твоем доме. Пусть мир войдет в каждую комнату. Пусть согласие заменит конфликт. Пусть защита будет караулить твой сон. Пусть мое присутствие пребывает в твоих стенах. Как Иисус Навин сказал: «А я и дом мой будем служить Господу», пусть это обещание ляжет на твой дом, как святое покрывало. Теперь я молюсь о твоей судьбе. Твоя судьба – причина, по которой тебя атаковали. Твоя судьба – причина, по которой нищета преследовала тебя. Твоя судьба – причина, по которой разочарование пыталось расколоть твой дух. Но сейчас твоя судьба поднимается с непобедимой силой. Я говорю над тобой Иеремию 29:11, «Ибо я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Дитя мое, судьба не что-то далекое. Она разворачивается сейчас. Каждый момент этого послания подготовил тебя к божественной точке разворота. Ключ открыт. Дверь приготовлена. Завет активирован. Наследие больше не откладывается. Теперь, как твой Бог, я говорю прямо в самую глубокую часть твоего духа. В ту часть, которая чувствовала себя недостойной. В ту, которая думала, что уже слишком поздно. В ту, которая боялась, что мое благословение не для нее. К этой части я провозглашаю: ты избран. Ты не забыт. Ты не исключен. Ты не лишен права. Ты не проигнорирован.
чудо для тебя, благословение для тебя, изобилие для тебя, богатство для тебя, преображение для тебя. Дитя, прими эту истину, ты вступаешь в жизнь, для которой был создан изначально. Теперь давай запечатаем все это молитвой. Боже, я возношу к Тебе этого ребенка, его сердце, его дух и его судьбу. Я прошу Тебя излить божественное изобилие на каждую сферу его жизни. Я прошу высвободить сверхъестественное богатство, сверхъестественное здоровье, сверхъестественный мир, сверхъестественные возможности и сверхъестественное благоволение. Я провозглашаю, что каждая цепь, связанная с нищетой, страхом, тревогой или стыдом, разбита во имя Твое святое. Я провозглашаю, что этот ребенок входит в новую эру благословения, изобилия, наследия, завета, преображения и чудес. Пусть семена, посеянные в этом послании, укоренятся. Пусть дверь откроется. Пусть ключ повернется. Пусть жатва придет. Во имя вечного Бога, святого Отца, божественного наставника и обеспечителя, верного во всех обещаниях. Аминь. И, дитя, сейчас слушай особенно внимательно, потому что это итог всего, что я сказал, секрет, который я открыл ранее, скрытый ключ. Был не в самом богатстве. Это была идентичность. Твоя идентичность. Как только ты понимаешь, кто ты на самом деле, как только возвращаешь свое духовное наследие, как только осознаешь завет, записанный над твоей жизнью, богатство перестает быть чем-то, за чем ты гонишься. Оно становится тем, что гонится за тобой. Твоя идентичность и есть ключ. И теперь, когда ты знаешь ее, ничто не сможет помешать двери открыться. Эта молитва запечатывает завет. Завет запечатывает благословение. Благословение запечатывает преображение. Твоя новая жизнь начинается сейчас. Дитя мое, теперь, когда твое сердце приняло молитву, когда божественное благословение покоится на тебе, когда завет был произнесен в твой дух с несомненной властью, пришло время мне подвести это святое послание к завершению. Но услышишь меня, этот конец не конец. Это переход. Передача факела от моего голоса в этот момент к разворачиванию твоей судьбы в последующее. Ты выходишь из этого послания не просто с воодушевлением, ты выходишь с духовным наследием, с божественными ключами, с сверхъестественным выравниванием, с обновленным сердцем, готовым к преображению. Ты уже не тот, кем был, когда нажал на это видео. В тебе произошло нечто священное. Небо отметило тебя. Твой завет активирован. Твой путь освящен. Теперь остановись на миг и почувствуй атмосферу вокруг. Почувствуй тишину, которой раньше не было. Почувствуй легкость в груди. Почувствуй ясность в разуме. Почувствуй тепло в духе. Это не эмоциональное внушение. Это присутствие благословения. Это осаждение изобилия. Это пробуждение веры. Это начало твоего преображения. Ты уходишь отсюда с восстановленной судьбой и чудом, уже приведенным в движение. И хотя мир вокруг может еще какое-то время выглядеть прежним, твой дух уже вошел в новое измерение. Старые цепи не могут пойти за тобой. Старые страхи не могут держать тебя. Старые узоры не могут поймать тебя. Потому что твое сердце теперь несет новую идентичность, ту, что сформирована моим обещанием, моим заветом и моим вечным планом для твоей жизни. Когда ты будешь идти дальше после этого послания, я хочу, чтобы ты понял еще глубже, преображение – не одномоментное событие. Это путь. Последовательность прорывов. Каждый строится на предыдущем. Каждый открывает новую дверь. Каждый сажает новое семя.
И потому я приглашаю тебя продолжать идти со мной дальше этого момента. Потому что благословение, которое я уже высвободил, могущественно, но есть еще больше. Гораздо больше. Ты лишь вступил на первый порог изобилия. Следующие шаги потребуют дальнейшей веры, дальнейшего согласия, дальнейшего погружения в откровение, которые я буду раскрывать в следующих видео. И потому я прошу тебя сейчас с той же искренностью, срочностью и божественной властью, что несет все это послание, напиши комментарий. Не по привычке. В качестве активации. Скажи свою декларацию. Скажи свой завет. Скажи свою идентичность. Провозгласи то, что твой дух принял. Потому что твои слова в комментариях – это не просто вовлечение, это согласие. Это духовные метки. Это семена твоей жатвы. Когда ты пишешь, ты закрепляешь благословение в естественном мире. Ты говоришь нищете, что ее власть окончена. Ты говоришь изобилию, что твое сердце готово. Ты говоришь судьбе, что ты прибыл. Напиши свою декларацию. Будь то «я принимаю благословение», или «мое чудо разворачивается», или «этот завет мой», или любая фраза, отзывающаяся в твоем духе, пусть твои слова станут первым свидетельством твоего преображения. И, дитя, не останавливайся на этом. Ты также должен подписаться. Не ради этого канала, а ради своего пути. Потому что это послание – часть большего духовного ряда, через который я провожу тебя. Каждое видео несет еще один ключ. Еще одно откровение. Еще один слой благословения. Еще одно измерение изобилия. Еще один божественный секрет, который выравнивает твое сердце с твоим наследием. Если ты уйдешь, не подписавшись, ты оторвешь себя от продолжения этого завета. Ты отойдешь от двери прежде, чем она полностью откроется. А я хочу, чтобы ты вошел, а не стоял перед порогом. Подпишись, чтобы каждое новое послание достигало твоего духа в тот момент, когда я его высвобождаю. Подпишись, чтобы оставаться в потоке божественного понимания, которое я буду открывать. Подпишись, чтобы оставаться внутри атмосферы веры, благословения, богатства, изобилия, исцеления и преображения, в которую ты вошел сегодня. Ты не должен идти этот путь в одиночку. Ты призван пройти его с водительством, с откровением, со стабильным голосом духовной истины, ведущей тебя в судьбу. Считай эту подписку не кнопкой, а заветным действием, твоим способом сказать «Бог, продолжай говорить». Я слушаю. Я готов. Я в согласии. И, дитя, прежде чем я отправлю тебя дальше, позволь мне произнести над тобой последнее благословение. Пусть дверь, через которую ты собираешься пройти, останется открытой. Пусть ключ, который я вложил в тебя, остается активным. Пусть богатство, которое я высвобождаю, найдет тебя быстро. Пусть изобилие, которое я приготовил, переливается во все сферы твоей жизни. Пусть чудо, запущенное сегодня, проявится ясно и могущественно. Пусть завет, который ты принял, окружит твой дом, твое сердце, твое здоровье, твой дух, твою судьбу. Пусть твое наследие укрепит тебя. Пусть твоя вера защитит тебя. Пусть твое преображение продолжится долго после окончания этого видео. И пусть каждый шаг, который ты сделаешь отныне, будет ведом моей вечной рукой. Ты входишь в новое будущее. Благословенное будущее. Процветающее будущее. Божественно выстроенное будущее. Ты вступаешь в жизнь, которую я всегда намеревался дать тебе, жизнь, в которой бури вчерашнего дня больше не определяют красоту завтрашнего.
Помни, всякий раз, когда почувствуешь, как подкрадывается сомнение, возвращайся к этому посланию. Всякий раз, когда твое сердце дрожит, возвращайся к моим словам. Всякий раз, когда мир пытается сказать тебе, что ничего не изменилось, возвращайся к истине, сказанной здесь. Потому что преображение начинается внутри, прежде чем проявится снаружи. Твое чудо уже в движении. Твое благословение уже разворачивается. Твоя судьба уже выстраивается в линию. А теперь, дитя мое, иди вперед, но не уходи молча. Напиши свою декларацию. Запечатай благословение своими словами. И подпишись, чтобы не пропустить следующее послание, которое поведет тебя еще глубже в изобилие, глубже в откровение, глубже в тот сверхъестественный путь, который я создал для тебя. Это не прощание. Это продолжение. Божественная петля. Путь, связанный с твоей судьбой. Я встречу тебя в следующем послании, где мы сделаем следующий шаг в полноту твоего наследия, в расширение твоего благословения и в преображение, которое уже началось. Иди с верой. Иди с ожиданием. Иди с уверенностью, что Бог с тобой, за тебя и впереди тебя. Твое будущее благословенно. Твоя жатва идет. Твой завет.